Всем привет, меня зовут Мила. В этом видео я немножко буду вязать, немножко буду шить, и потом буду два полотна, вязаное и сшитое, соединять вместе. Для начала этой работы, как и всех остальных, нужно определиться с цветом, с материалом, размером, для кого будет изделие сшито, связано и для каких целей. У меня будет небольшая сумочка для прогулок, ее можно носить как отдельный вид искусства, и также можно наносить в паре с рюкзаком, чтобы туда ложить все самое необходимое, которое должно быть всегда под рукой. Я покажу свои размеры, толщину нитки, вы уже понимаете какая. Ну, кто вяжет, тот прекрасно ориентируется. Крючок у меня здоровенный, толстый, номер 10. Меня в детстве как-то одна женщина научила, как подбирать толщину ниток под спицы, либо под крючок. Она мне сказала: складываешь нитку, которую ты хочешь вязать, вдвое, и вот это должна быть толщина твоего рабочего инструмента. Я по сей день пользуюсь ее прекрасным советом, и он меня ни разу не подвел. Напишите, пожалуйста, как вы это делаете, как вы подбираете толщину ваших инструментов, исходя из толщины пряжи. Я использую пряжу БУ, из нее был связан детский свитерок. Как мне кажется, это шерсть, ну, возможно, с добавлением акрила, я не знаю, не я вязала этот свитерок, мне его просто отдали на распускание и на добычу пряжи. Для начала я связала косичку и потом начала ее вокруг обвязывать обычными столбиками без накида. Полотно я не вязала плотным, потому что такую толщину очень сложно вывязывать. Ее даже такую немножко рыхленькую, можно так сказать, тяжело вязать, потому что нитка не очень скользит у меня. Она такая тормозит немножко друг от друга. И поэтому я приняла решение связать, ну, не рыхлое полотно, но такое нормальное. Я уже вязала подобные сумочки, обязательно прикреплю несколько фотографий в конце видео, посмотрите, возможно, вам понравится эта идея, вы ею вдохновитесь и свяжете какие-то очень интересные сумочки. Ну, как свяжете, они наполовину вязаные, наполовину сшитые. Я довязываю до нужного мне размера и после этого стираю заготовку, выкручиваю ее обязательно в полотенце и довожу до нужного размера, и после этого высушиваю на свежем воздухе. Как вы видите на своих экранах, я уже перешла ко второму этапу изготовления сумочки. Беру вспомогательную ткань, это может быть любая ткань, я использую БУ простынь. Размером она у меня чуть больше обхвата сумочки. Беру клей-карандаш, он может быть любой фирмы, его назначение таково. Нам нужно приклеить джинсовые кусочки к вспомогательной ткани. Они должны просто зафиксироваться немножко, чтобы нам впоследствии было легче стягать, и они у нас не разбегались. Конечно, все это можно прикрепить иголочками, но большая вероятность, что вы обколите себе пальцы, и не нужно этого делать. Не нужно страдать, просто приклеиваем все это на клей. После того, как он высохнет, можно приступать к стежке. Иголка вязнуть не будет, челнок не забьется этим клеем, не переживайте. Я уже много лет шью такие полотна, и с моими машинками все в порядке. Такое полотно можно простегать вручную, но я слишком ленива для этого, поэтому я всегда делаю это на швейной машине. После того, как я подготовила второе полотно для продолжения своей работы, я стараюсь его украсить какими-то маленькими кармашками. Возможно, их можно будет использовать, положить билетик, положить какие-то влажные салфетки, либо зеркальце, но каждому карману найдется свое применение. Конечно же, сумочка не останется без моей фирменной кожаной нашивки, которую я делаю сама. Если вам интересно, как я это делаю, я оставлю ссылку в описании, и она появится в правом верхнем углу экрана. Такое полотно можно простегать и на свободно-ходовой стежке, сделать какие-то узоры какими-то контрастными нитками, придав этому полотну еще больше заметности и добавив каких-то красок.
Я уже вязала подобные сумочки, обязательно прикреплю несколько фотографий в конце видео, посмотрите, возможно, вам понравится эта идея, вы ею вдохновитесь и свяжете какие-то очень интересные сумочки. Ну, как свяжете, они наполовину вязаные, наполовину сшитые. Перехожу к подкладке. Для вязаного полотна я делаю отдельную подкладку черного цвета, чтобы оттенить вязку и чтобы не просвечивало никакое яркое полотно сквозь узор рисунка. Далее голубая подкладка будет уже на всю сумочку, то есть получается, что двойной слой подкладки будет на вязаном элементе. Обе подкладки плащевки для того, чтобы защитить содержимое сумочки во время ненастной погоды. Обязательно делаю карман на размер телефона. Когда вы будете соединять два полотна и вы, например, решили сделать вязаный элемент поверх джинсового, то лучше собрать сумочку вручную. Но если у вас джинсовый элемент будет поверх вязаного, то, конечно, можно прошить на машинке. Тем более джинсовое полотно у вас строчено-перестрочено, стегано-перестегано. И лишняя строчка там никак не засветится и не будет брать на себя внимание. Когда пришиваю накладные карманы на изделия, я всегда с изнаночной стороны подкладываю усилители из ткани, чтобы во время эксплуатации карман не вырвало с мясом. Конечно, если подумать об этом выражении, то звучит оно очень жестко. Давайте перефразирую и скажу так. Чтобы ткань не порвалась во время эксплуатации. Думаю, не все поговорки и присказки нужно использовать. Некоторые звучат как-то по-бешеному. Теперь мне предстоит небольшое количество ручной работы. Пришиваю черную подкладку на вязаный элемент вручную. Далее соединяю полотна вязаное и сшитое тоже вручную, потому что я решила верхний элемент вшить в нижний. Место соединения можно украсить какой-то джинсовой или кожаной бахромой, либо хлопчатобумажным кружевом. Я думаю, не нужно в таких изделиях использовать синтетические кружева, потому что смотреться будет дешево. Чем грубее будет кружево или тесьма, тем будет лучше. Далее я вставляю молнию, но на таких маленьких сумочках на самом деле делать это не обязательно. Можно сделать какую-то кнопку, либо внахлёст какую-то петлю. Этого будет достаточно, потому что эта сумочка всегда в вашем поле зрения находится, и вы всегда контролируете процесс ее пользования. Длина ручки регулируется, и сшита она из стропы черного цвета. Нашила на нее джинсовые лоскутки, чтобы немножко украсить и тем самым забить черный цвет. Хотя лента молнии тоже черного цвета, но тех черных островков, которые будут мелькать на ремне ручки, будет достаточно, чтобы они перекликались со цветом молнии. Все дальнейшие швы, вшивание молнии, обработка верхнего края сумочки на ваше усмотрение. Либо вы делаете это на швейной машине, либо вы это делаете вручную. В таком изделии будет и то выглядеть гармоничным.
И шью небольшой пухлый брелок на сумку, который будет прикрепляться карабинчиком. Это маленькая подушечка, набитая холофайбером, и с одной стороны у нее есть кармашек. Я от всей души благодарю вас, что вы нашли время и зашли ко мне в гости на канал, посмотрели это видео. Возможно, оно вам понравится, и вы поставите лайк, либо дизлайк, смотрите сами, все на ваше усмотрение. Либо вы захотите даже написать какой-то комментарий, мне будет очень приятно. Я желаю вам крепкого здоровья и мирного неба над головой. Всех люблю, всех целую и всем пока! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy.